Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о танке наградном за боевой пропуск. Это французский средний танк 9 уровня Шарфутюр. Отличная машина, которая может наносить большое количество урона в ровных руках. Сегодня обсудим ее ТТХ, посмотрим шикарный бой, посмотрим бронирование. В общем, все как обычно. Присаживайтесь поудобнее, берите чай, кофе, перекусить. Мы начинаем. Поехали! Шарфутюр это у нас французский акционный танк 9 уровня, его можно приобрести за 9 очков боевого пропуска. У меня уже есть видео по объекту 777, на котором я активно катаюсь, мне очень нравится. Следующий танк, который я планирую взять за вторую главу, это будет Фаза в Haze One, то есть вот эта машина. И третьим танком за этот боевой пропуск, который у нас продлится до конца августа, я буду брать Шарфутюр. Шарфутюр это у нас французский барабанщик, то есть очень классный барабан на 4 снаряда. По орудию у нас 4 снаряда с пробитием 264 мм и альфой 390. То есть у нас получается 1600 мы можем выбивать с барабана, и это очень-очень приятно. Время полной перезарядки у нас 40 секунд. Не самое быстрое, да, скажем так, но тем не менее неплохое. В принципе, мы можем 8-й танк без закалки забирать с барабана. Тем более пробитие позволяет. По снарядам у нас основной снаряд подкалиберный, голдовый, кумулятивный. Считаю, что основной снаряд подкалиберный это нехорошо, потому что подкалиберы имеют не слишком достаточно хорошую, да, нормализацию. То есть часто они не пробивают острые углы, ну вернее прямые углы часто подкалибер не пробивает, потому что снаряд-то уходит в гусеницу, то еще что. Те, кто играют на танках, например, там ИС-3 с механизмом заряжания, Объект 703 и много других машин, там основной тип снаряда подкалиберный, они понимают, о чем я говорю, то есть с ними бывают определенные проблемы. Да, с подкалибера удобно стрелять на дальнюю дистанцию по движущимся целям. Также удобно стрелять из-за скорости полета снаряда. Но, тем не менее, это очень вредные снаряды. По подвижности у нас машина имеет максимальную скорость 60 км в час, 23 практически лошади на тонну, хорошая мощность, имеет также маскировку, можно собираться в принципе в маскировку. 1750 очков прочности у нас, есть кое-какая броня в башне, плюс есть очень острый угол ВЛД. По броне мы с вами посмотрим сейчас Collision, когда закончим диалог по поводу этой конкретно машины. По сборке оборудования, я думаю, здесь на этом танке можно очень быть вариативным. Это однозначно. Можно увеличить и мощность, можно и точность, то есть кому как будет удобнее. Посмотрим, у нас в стоке получается пушка разброс 0.33, сведение 2.11. То есть мы можем сделать сборку на точность, поставить вентилятор, стабилизатор и улучшенный прицел. И в итоге получим разброс 0.3, сведение 2.05, то есть пушка будет максимально точной. И я считаю, что такая сборка с вентилятором, стабилизатором и прицелом будет максимально эталонной для точности. Потому что это машина, которая лучше должна, вот, чтобы реализовываться, она должна просто не промахиваться, да. Потому, в принципе, можно попробовать сборку и с турбонагнетателем, чтобы быть более подвижным, въезжать там в шотников. Такое тоже, в принципе, имеет место быть, но все-таки я считаю, что лучше играть с вентилятором. По перкам экипажа мы берем боевое братство, маскировку можно взять также. Как видим, с маскировкой и камуфляжем у нас маскировка будет неподвижной машины 3354, то есть практически, грубо говоря, это стоковая маскировка ЛТшек, то есть в кустах прятаться на этой машине можно будет, если вы играете с третьей линии. Почему нет? Для пассивной игры он тоже подойдет. Давайте сейчас с вами, друзья, посмотрим Collision и далее посмотрим уже бой. Поехали в Collision. Бронирование этой машины выглядит таким образом. Видим, что у нас 45 мм ВЛД приведенки 234, 55 мм НЛД это 60 мм приведенки, 25 мм стык. Ну то есть по броне корпуса это печаль, это залетают фугасы с уроном. По башне у нас приведенки в щеках 170, во лбу 191. Но лично я, друзья, встречал такие моменты, когда в этот танк стреляет Яга Е100 и его не пробивает. Так что
Рассчитывать прям на бронирование не стоит, но иногда кое-чего может вас и не пробить. Причем не пробить такое, что просто я вообще не понимаю, как это может происходить. Так что это классический французский танк, как старый Бачат, который не имеет бронирования, в который смело можно заряжать фугас, но выцеливать не башню, а корпус, желательно НЛД, тогда будет залетать с уроном, с повышенным уроном, борта там и все такое. Если у вас мощные фугасы, большие калибры, шар-футюр это все будет принимать как пить дать. Поэтому, друзья, поехали в бой. Будем с вами смотреть, как на этом танке нужно правильно играть. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас происходит на карте Westfield. Забросила нашего сегодняшнего героя с ником Team One Pros на такой сетап, где есть и десятки, и восьмерки, и девятки. То есть, в принципе, хороший сетап боя, открытая карта, можно реализовывать свободно свою машину. У него, как видим, большая часть снарядов это обычные подкалиберы, которые имеют бронепробитие 264 мм. Как видим, танк в горку едет очень неплохо, 38 км в час. Бой я, как всегда, не изменяя себе, не смотрел, для того, чтобы мои эмоции были максимально естественными, да. Видим, что он проезжает за бараском в нулевой угол, как обычно это делают СТшки. В принципе, тактика подобная на этой машине абсолютно правильная. Нужно занимать эту нишу, для того, чтобы отсюда можно было отбрасывать по танкам противника, которые приедут в квадрат F0. Здесь подъезжает прога. Первый снаряд отлично ставит его на каток. У него еще 3 снаряда в барабане остаются. Второй дает в маску. Бронепробитие 264 мм абсолютно достаточно, чтобы разминать такие танки, как Фрагетта. Остается последний снаряд. Должен добирать Проджета. Не попадает он в броню, к сожалению, Проджета. То есть это то, о чем мы с вами говорили в Collision модели. Иногда картонные танки отбивают не пойми как. Уходит в КД. Нанес уже 1181 урона. КД у него 40 секунд в стоке, то есть с вентилятором будет, конечно, поменьше. Увы, в реплеях не показано точное время перезарядки, что меня дико смущает, это было бы очень удобно. Но, тем не менее, счет у нас пока что 2-0. Союзники активно дерутся в ТТ-позициях. Видим, что там остался, увы, только один Торнваген, что не есть хорошо. Здесь много союзных танков вокруг. Не пойми, что он ждет. Возможно, ждет подсвета от Бураска или отошел игрок. Видим, что светится Лоррейн, но она находится в рельефе. То есть так просто по ней не попадешь, потому что она находится ниже, там есть склон. Светился Канпанцер у нас в квадрате F7. Слева есть Юдес, по которому можно попробовать выцелить, но он также находится за рельефом. Да, все верно, да, за рельефом находится. Как видим, он потерял немало очков прочности, то есть практически 700. Это нехорошо для него, поскольку у него всего 1750 очков. Этого маловато. Пробует дать по Канпанцеру один снаряд, но, к сожалению, точность его подводит. В начале реплея, друзья, у меня произошел какой-то казус, я не смог включить прям реплей с самого начала, но по оборудованию, что странно, в этом бою у игрока стоит только вентилятор, больше ничего нет. Возможно, он только-только купил этот танк, и ему хватило денег лишь на вентилятор. Это, конечно, странно, но, тем не менее, в такой сборке игрок на этой машине нанесет достойное количество урона, плюс еще на самых обычных, стандартных, да, снарядах. Непонятно, попал ли он этим снарядом по французскому тяжу. 1900 урона у него уже есть. Счет у нас пока что 4-4. По очкам команды, в принципе, равны. Союзники проигрывают всего лишь на 900 очков прочности. Здесь очень хорошая позиция на линии J9, J0. Здесь можно очень уверенно стоять и расстреливать по засвету танки противника, которые светятся по G-линии, прошу прощения, и по линии F. Часто вот здесь находятся ПТшки. Поэтому на средних танках подвижных вам стоит ездить на этой карте сюда. И также, если вы с другой стороны, точно так же ехать можно в эту линию. Возможно, он, стреляя по Удесу, попал в кого-то, кто стоял перед ним, или просто снаряд ушел, не пойми куда. Второй выстрел реализует, отлично, второй снаряд. И третий снаряд, увы, уходит в рикошет. Как видим, очень приятный барабан, комфортный, это учитывая то, что у игрока стоит только вентилятор.
И если бы у него стояла сборка на точность, как мы говорили, то есть со стабилизатором и улучшенным прицелом, разброс был бы 0,3, и, скорее всего, он бы попадал гораздо точнее. Как играть на этой машине? Вы должны понимать, друзья, то, что это танк поддержки. Его, конечно, можно использовать в тех моментах, когда вы видите, что стоят рядом несколько шотных танков, то есть тогда можно, в принципе, играть в раш. Но в основном это танк поддержки. Вы должны использовать маскировку этой машины. Видим, что вот он рядом с Удесом. Он не такой уж и большой прям танк. То есть он компактный достаточно, неплохо укомплектован. Скорее всего, если по вам будет попадать крупный калибр, у вас будет критоваться пол машины, поэтому вам нужно играть на нем максимально аккуратно, вдумчиво. Поэтому для новичка я эту машину не могу рекомендовать, потому что, скорее всего, танк не будет прощать вам ошибок, и выбирать себе эту машину стоит в том случае, если вы знаете разъезды, знаете позиции, то есть умеете определять цель для атаки, это также очень важно, потому что вы же смотрите, друзья, барабаны, они всегда требуют скилла, и здесь также барабанная машина, которая требует от вас понимания механик игры, поскольку часто будет происходить такое, что вы, допустим, приехали, дали барабан всего один, нанесли там 1600 очков, и все, и умерли. То есть так играть не нужно на этих танках, нужно играть всегда с поддержкой. Потому основная тактика будет это: выбирайте направление, где вы сможете сейвиться в КД, и тогда, если вы сможете занимать подобные позиции, вы сможете быть максимально эффективны. То есть эта машина требует скилла. Потому не спешите с покупкой, лучше стоит рассмотреть там тот же объект 777 или фаза. Эти видосы у меня уже есть на канале, то есть вы можете посмотреть, я делал подробные обзоры. Как средний игрок для других средних игроков со стороны могу сказать, что это хорошие танки, которые позволят вам быть более стабильными в боях. Видим, что игрок у нас максимально пассивно играет, он вообще не перемещается, спокойно перезаряжается и ждет засвета. Непонятно, почему у него такая тактика игры. Я бы, скорее всего, переехал немного назад, то есть на линию К7, К6, то есть где-то в этот квадрат, чтобы смотреть по засвету от нашего второго шарфутюра. Сейчас начнут, я думаю, противники потихоньку продвигаться вперед. У нас по очкам прочности команда союзников уже проигрывает. По стволам, в принципе, все равно. Пока еще активных, как видим, наступательных действий не видим. Бой стал максимально пассивным. Атакующих танков всего осталось 3. Это Шарфутюр, Юдес, который здесь же, или Удес, кому как удобнее, и наш сегодняшний герой, соответственно. Так. Видим, что у противников еще много танков. Есть СТРВ-81, Бараск, очень неприятная машина, и Центурион. Центурион, в принципе, не должен составлять никаких проблем для оставшихся танков. Но будем смотреть. Я, друзья, вам также напоминаю, если вам нравится мой контент, нравится то, чем я занимаюсь, мне очень приятно то, что у нас уже практически 200 человек. Когда я начинал создавать канал, я и не думал, что можно добиться таких результатов, и думал, что мои видосы никому не будут интересны, но хорошо, что я ошибался. Я всегда читаю комментарии людей, которые пишут, даже если, знаете, скажу как есть, если, например, кто-то пишет, что там танк не очень, как у меня много негативных комментариев есть на ВЗ-111, Альпийский Тигр, я к этому отношусь нормально, то есть любой человек имеет право на свое личное мнение, и я абсолютно не обижаюсь. Если вы действительно считаете, что танк не очень, напишите об этом, я все читаю, всегда с вами готов пообщаться, так что подписывайтесь, пишите. Мне очень приятно взаимодействовать с аудиторией. Спасибо каждому, кто подписался, оставляет комменты, ставит лайки или дизлайки. Спасибо вам, ребята. Благодаря вам я понимаю, что двигаюсь в правильном направлении. И развивать канал будем с вами, так сказать, вместе. Поехал он на Центуриона. Правильно сделал, потому что стоять смысла нет. Счет пока что у нас 10-10. Он уходит в КД. 40 секунд нужно как-то ездить мансовать. Выезжать пока на СТРВ смысла никакого нет. Видим, что светится в позиции Як-Тигр. На него прямо в лобовую выезжать толку никакого не будет. Хорошо, что разобрали Бараска, потому что если бы Шарфутюр проиграл Бараску здесь, тот бы выходил на артиллерию и был бы очень неприятным противником. Почему нет смысла выезжать на Як-Тигра? Там альфовая пушка с очень неплохим ДПМом, которая может наделать боли, но, как видим,
Удесу все равно, Удес у нас танкует. Не хватит ему барабана, чтобы убивать Яктигра. Нужно попробовать убрать СТРВ. Должно хватать альфы. Дает первый шот. Играет на таком большом, приближении, друзья. Я не знаю, как можно так целиться. Нужно сближаться однозначно, потому что СТРВ нужно убивать. Сходу отлично прописывает в щи еще раз СТРВшки. И добивает его. Уходит в КД. Яктигр у нас имеет 1600 очков прочности. Там подъехал также союзный Шар-Футюр. Вдвоем они должны скручивать Яктигра. Он, точнее, не наш герой, да, скажем так. То я вспоминаю, меня друг просил, чтобы я не говорил там он, они, а выражался более тогда лояльно. Наш сегодняшний герой уезжает на КД, умирает от артиллерии союзный Шар-Футюр, увы. И остаются они, в принципе, с двумя артиллериями против мощного танка. Это Яктигр, у которого и бронирование есть. И одной артиллерии ГВ, который стоял где-то у нас в квадрате 8, 9, 8, А8, А9. То есть где-то в этих краях он находится. Нужно заезжать, играть от обзора, от маскировки. Как видим, у него обзор далеко не самый плохой. Практически топовый. Поэтому можно спокойно постараться пересветить ПТшку. Тем более она огромная, коробка. Занимает куст. В принципе, это правильное решение. Пока торопиться не стоит. Время есть. 4 минуты до конца боя. 5400 у него урона. 2 фрага. Урон он наносил, как я уже говорил, в этом бою на стандартных своих подкалибрах. То есть голдой он не стрелял. Ни одного кумулятива он сегодня не грузил. Как видим, в подобном бою, если ехать на правильное направление, то есть где вы и должны быть, пробития хватает. И это главное на этой машине. То, что 264 вам должно абсолютно без каких-либо проблем хватать на пробитие танков. Тем более, как видим, он в прицеле особо бронированные цели да и не встречал. Потому что такое было направление атаки, что сюда тяжбы какой-то сверхпрочный не приехал, да. Понимать, что стоять постоянно смысла нет, нужно продвигаться к базе противников. Я не думаю, что Яктигр поехал куда-то в этот квадрат. Скорее всего, он остался либо в низине, либо вернулся на позицию, где был до этого. Хотя в нашей игре, как я уже заметил, все может быть. То есть часто мы встречаем танки не там, где они в принципе обязаны находиться. Каждый игрок думает по-своему. И иногда такие вот мысли приводят либо к страшным поражениям, просто в нули, либо к неожиданным победам. Потому нестандартное мышление всегда приветствуется. Проезжает он по нулевой линии. Пока Яктигр он не видит. Но я думаю, Шар-Футюр должен пересвечивать Яктигр в любом раскладе, потому что хоть Яктигр и имеет неплохой обзор, но тем не менее по маскировке Футюр должен быть получше. Засвечивается он здесь от артиллерии, судя по всему. Танкует Яктигр, это то, о чем мы с вами говорили, иногда отлетают просто какие-то нереальные рикошеты. Сейчас бы для него бой закончился, если бы не это. Не пойми, чем он отбил, судя по всему, орудием, то есть как мы видим. Но, друзья, и такое, да, бывает. ББшку Яктигра, еще и голдовую, да, как видим. Бронебойно-подкалиберный снаряд пушкой отбил. Уходит в КД. Остается всего 2 минуты до конца боя. Яктигр, как мы с вами говорили, находится в той же позиции, где был до этого. То есть он либо поднялся, либо скатился с холма. Возможно, сейчас он даже поехал на него, то есть на нашего сегодняшнего героя. В принципе, на Яктигре это была бы, я думаю, правильная тактика. Потому что от куста, скорее всего, Шар-Футюр, он пересветит его. И от того сейчас и посмотрим, чем этот бой закончится. Как видим, не светится. Ага, поехал все-таки он вперед. Я думаю, он убьет сейчас нашего героя. Нет, не хватает альфы Яктигру. Первым снарядом не пробивает его. Нужно его гуслить. Правильно, ставит в каток. Вторым снарядом также гуслить. Получает сплэш от артиллерии. И последним снарядом в барабане добирает его. Если, друзья, вам понравился бой, пальцы вверх, подписка, пишите комментарий. До новых встреч и пока-пока. Удачи!